Львица по имени Сана шла рядом со своим энергичным львенком Рао, обучая его различать запахи и не позволяя шалостям заходить слишком далеко. Каждое утро они выходили из теплого укрытия среди колючих кустов и неспешно двигались к старому водоему Падма, тому самому месту, где в неподвижной глади отражалось алое небо рассвета и где еще сохранялась утренняя прохлада. Для Саны это было место, где она учила сына тонкостям охоты и безопасного поведения, как отличать следы антилоп, как улавливать едва заметные движения в высокой траве, какие запахи предвещают засаду и какие пока спокойствие. Рао особенно любил запах влажной земли после ночного тумана, журчание воды и щебет тропических птиц, которые просыпались вместе с первым светом. Он жадно вдыхал ароматы, играл носом с листвой и пытался повторять манеры матери. Осторожный шаг, тихий взор. Но детская энергия тянула его к мелочам мира, к стрекозам, к бликам в воде, к неизвестности, манившей за каждым заросшим качком. Одним душным утром солнце уже начинало припекать, воздух был вязким, и Рао, заметив белокрылых стрекоз, помчался за ними к мелкому пруду, где рябь на мутной воде отражала голубое небо. Вода в пруду была теплая. На поверхности плясали точечные отражения света, и детеныш, не думая о глубине или опасности, стал ластиться, путая лапы в мягком или укромке. Сана шла чуть позади, внимательно наблюдала за ним и позволяла исследовать мир, до тех пор, пока не заметила, что сына рядом нет. Она остановилась, вслушалась в звуки саванны и сразу пошла по мягким следам, слыша, как вода плескалась о вязкий берег. Сердце ее натянулось, материнская тревога была знакома ей не хуже охоты. Увидев детеныша, играющего в воде и не замечающего, как тонко под ним поддается земля, она поспешила к нему слишком быстро. Ее передние лапы скользнули на мошке и травах у кромки, и все тело тяжело рухнуло в ил. Густая грязь обвила живот и бедра, и каждая попытка выбраться тянула ее все глубже. С весом тела и природным импульсом бороться она лишь погружалась сильнее. Чем больше сил тратишь, тем крепче схватка. Рао остановился на берегу, его глаза расширились, а крик сорвался высоким, пронзительным звуком, детский вопль, полный ужаса и растерянности. Сана хрипло зарычала, стараясь повернуться и встать, но ил держал ее словно кандалы. Он лип и вязок, цеплял шерсть и кожу, мешал совершать рывки. Несколько львов из прайда услышали шум и выглянули из кустов, заинтересованные и настороженные, но быстро исчезли. Их инстинкт избегать опасности оказался сильнее сочувствия. Они знали цену битвы с неизвестным. Лучше отойти и наблюдать, чем сами угодить в западню. Солнце поднималось все выше, полуденный жар проливался на гладь болота и усиливал липкость ила. Мать и детеныш остались одни среди неподвижного воздуха. Лишь редкий стрекот насекомых и высокий свист цикад нарушали тягучую тишину. Время текло медленно, как сама грязь. Дыхание Саны становилось тяжелее, каждый вдох-выдох сопровождалось усилием, веки опустились от усталости и отчаяния. Она знала, если не остановиться и не сберечь силы, можно не выдержать. Рао метался вдоль берега, не зная, что делать, срывая голос от крика, а его маленькое тело сотрясалось под напором эмоций. Жажда мучила его, и он сделал несколько торопливых глотков из мутной лужи, прежде чем снова вернуться к матери. Такое питье только усиливало опасения за здоровье, но желудок ребенка требовал воды. Сана понимала, что чем сильнее она борется, тем глубже тонет. Опыт подсказывал ей, что бороться в панике бесполезно. Она перестала дергаться и лишь смотрела на сына, словно желая передать последнее прощание. Долгий взгляд, теплый и спокойный, полный материнской любви и понимания. Ветер нес запах влажной земли, гнилых корней и жужжания насекомых, наполняя сцену тихой скорбью и безысходностью. Рао, измученный, лег на песок, положив голову на лапы, и его глаза, блестящие от слез,
были полны отчаянной нежности. Он пытался думать как взрослый, но еще ребенок, и мысли его боролись с паникой. Львица-мать медленно моргнула, будто успокаивая его, и закрыла глаза, экономя силы. И в этом молчаливом акте было больше мужества, чем многих слов. Чудо пришло издалека, с гулом двигателя, пронесшимся по холмам и поднявшим облако пыли. Рао вздрогнул, навострил уши, понимая, что шанс спасти мать может быть близко. Его крошечное сердце на долю секунды наполнилось надеждой. Из-за поворота показался внедорожник. 2 рейнджера возвращались на станцию после утреннего патруля, обсуждая привычные дела и проверяя маршруты. Они заметили маленькие следы на влажной дороге и затем сквозь траву видели силуэт рядом с болотом. Рао выбежал на грунтовую дорогу, встал прямо перед машиной. Дрожащий, но решительный, глаза его смотрели прямо в лобовое стекло, будто он просил о помощи. Водитель резко затормозил, его руки сжались на руле, инстинкт человека помочь пробудился. Второй приоткрыл дверь и огляделся, не видя Прайда, только одинокого детеныша. Секунды растянулись. Водитель кивнул, но Рао уже бежал вперед, постоянно оглядываясь, чтобы убедиться, что люди идут. Тогда они поняли. Львенок хотел, чтобы они пошли за ним. Джип медленно двинулся, следуя по маленьким следам, отпечатанным на влажной земле. Водитель снижал скорость, чтобы не спугнуть животных, а второй держал инструмент в руках и внимательно смотрел по сторонам. Сквозь густую траву показалось болото, и посреди густого ила возвышалась голова саны. Бедная, тяжелая, едва видная. 2 рейнджера переглянулись на секунду, затем быстро оценили глубину грязи, направление ветра и путь отступления. Они решили спасать, но осторожно, ведь рядом могли быть другие львы. Прайд мог вернуться в любой момент, и люди знали, что нужно действовать без риска. Один открыл багажник и достал ящик с анестезирующими стрелами, веревками и ремнями, стандартный набор для извлечения крупных животных. Второй вытащил деревянные доски, небольшую лопату, металлические колья и поставил предупреждающий знак на дороге, чтобы предупредить проезжающие машины. Они тщательно обсудили план: минимизировать страдания животного, не допустить паники и обеспечить быстрый вывод из ила. Первый шаг – анестезия. Стрела вонзилась в плечо львицы, заряженная дозой, рассчитанной на массу животного, чтобы не вызвать паники и не лишить ее полностью сознания. Они подождали несколько минут, наблюдая, как дыхание замедляется, и признавая, что скорость реакции важна. Слишком много, опасно, слишком мало, бесполезно. Затем подали сигнал к началу укладки досок, создавая безопасный путь по илу. Длинные деревянные настилы распределяли вес и мешали колдобинам грязи схватывать людей. Рао сидел на краю берега, глаза устремлены на мать, время от времени поглядывая на людей, будто прося и веря одновременно. Он не понимал всех деталей, но чувствовал, что эти незнакомцы – его шанс. Рейнджер аккуратно закрепил веревку, используя ее как перила, и медленно шагнул на доску. Грязь дрожала под ногами, но больше не поглощала его. Деревянный настил делал шаги возможными. С безопасного расстояния водитель наблюдал, готовый подать сигнал, если что-то изменится. Рейнджер протянул веревку через грудь львицы, избегая шеи, чтобы не повредить дыхательный аппарат или важные сосуды. Он завязал крестовый узел, который лучше распределял нагрузку, и дал сигнал тянуть. Второй контролировал натяжение, следил за тем, чтобы веревка шла ровно и не сорвала шкуру. Конец троса был прикреплен к крюку автомобиля, двигатель взревел, колеса медленно пошли вперед, веревка натянулась, как струна. Тело львицы вырвалось из липкой хватки ила, медленно продвигаясь к берегу и оставляя за собой глубокую борозду, как шрам на воде. Грязь брызгала, покрывая доски и сапоги, но движение продолжалось, пока Сана наконец не оказалась на суше. Она лежала неподвижно, дыхание было слабое, но ровное,
знак того, что анестезия действует и что жизнь еще держится. Рейнджеры быстро, но бережно освободили ее от веревок, уложили на брезент и проверили состояние, дыхание, пульс, характер зрачков. Рао подошел поближе, коснулся носом ее щеки, потерся и лег рядом. Не отводя взгляда, он был рядом. Его присутствие давало силы матери, а материнское дыхание давало надежду сыну. Рейнджеры вылили воду из ведер, смывая засохшую грязь с морды и лап, проверили дыхание и пульс, записали показатели, это важная часть документации, и возможность оценить состояние до повторного вмешательства. Свежее мясо положили рядом, чтобы детеныш мог насытиться и мать почувствовала знакомый запах, что помогало стимулировать восстановление. Пока один рейнджер проверял травмы, возможно, ссадины, потертости или ранки от ракушек и камней выли, другой внимательно осматривал окрестности, убедившись, что никакие хищники или люди не приближаются. Проверив окрестности, рейнджеры вернулись в машину и, открыв окна, наблюдали за львами, готовые прийти на подмогу, если ситуация изменится. Солнце стало мягче, ветер принес прохладу, и вся сцена наполнилась покоем, будто сама саванна вздохнула облегчением. Прошло несколько минут, дыхание Саны углубилось, лапы дрогнули, уши пошевелились. Признаки возвращения к жизни появляются медленно, но верно. Она глубоко вдохнула, веки приоткрылись, и взгляд остановился на Рао. Их глаза встретились в этот момент, мать и сын обменялись всем, что у них есть, любовью, страхом, благодарностью. Тот вытянул шею и лизнул ее морду, раздался низкий рык, но теперь он был не от страха, а от облегчения, голос, который говорил «мы вместе». Вся саванна словно ожила после бури. Птицы снова начали перелетать с ветки на ветку. Вдалеке послышался крик другого прайда, и даже трава казалась чуть более зеленой. Сана встала, неуверенно встряхнула гриву, будто стряхивая остатки страха и грязи, обнюхала воздух, убеждаясь, что все спокойно, что прайд не находится поблизости и что люди ушли. Рейнджеры переглянулись, улыбаясь, больше не вмешиваясь ради того, чтобы не разлучать животных и позволить естественному поведению восстановиться. Сана слезала грязь с шерсти детеныша, вдохнула его запах и мягким движением успокоила. Материнские жесты, несмотря на внешнюю грубость, были чуткими и полными заботы. Когда усталость отступила, она заметила мясо, осторожно подошла, понюхала и съела. Это было необходимо для восстановления сил, чтобы затем вернуться в прайд. Рао ел рядом, время от времени поглядывая на машину, и его уши шевелились-то, словно он понимал, что люди бывают добрые, что мир сложнее, чем одни только опасности. После еды Сана легла, закрыла глаза и отдохнула несколько минут. Ее дыхание стало ровнее, мышцы расслабились, и вскоре она встала твердым шагом, готовая вернуться к обязанностям и к сыну. Рейнджеры наблюдали через бинокль, отмечая время и координаты в журнале. Такие записи помогают при последующих обследованиях территорий и дают статистику о спасенных животных. На сухой траве львица вытянулась, взглянула в сторону прайда и решила уйти, пока ветер не изменился. Обычная тактика была двигаться, пока запахи и следы не привлекут хищников. Мать и сын обернулись, посмотрели на джип. Их глаза были как нить, связывающая два мира: мир человеческой помощи и мир дикой природы. В кабине рейнджеры устало, но с облегчением улыбнулись, зная, что сегодня они были на стороне жизни. Они переглянулись, понимали важность того, что сделали, и у каждого в груди было тихое чувство выполненного долга. Двигатель мягко заурчал, машина покатилась, оставляя за собой тихое болото и, может быть, след благодарности, который ничто не измерит. Позже на станции люди обсуждали историю, анализировали действия, планировали, как расширить наблюдение в этом районе, чтобы подобные случаи повторялись как можно реже. Рейнджеры обновили карту опасных зон, отметив Падму как место, требующее повышенного внимания в сезон дождей. Сана и Рао вернулись к прайду.
Через несколько дней они уже выглядели как прежде. Мать уверенно вела детеныша, а он, повзрослевший, на несколько мгновений стал еще более внимателен к ее словам. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях свои мысли о том, как люди и природа могут взаимодействовать с пользой друг для друга, какие меры превентивно можно было бы принять и какие уроки извлечь. А если вам понравилось это повествование, поддержите его. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы слышать больше историй о дикой природе и спасениях. До свидания.